Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире Инфакт. Русам против Ящеров 2 быть. Команда The Bratans, она же Смола Games, представила продолжение нашумевшего слэшера, в котором русские витязи жестоко истребляют человекоподобных рептилий. Коварные ящеры вновь напали на земли русов. Гиперборея в огне, и только славные богатыри могут развалить захватчикам кабины и выгнать их прочь. Пушки, штурмовые трицератопсы, чешуйчатые подготовились серьезно. Нас ждет куча различных локаций, включая области, пропитанные русским духом, и проклятые земли ящеров. Враги станут умнее, богатырей наделят уникальными приемами. Можно будет обнять березку и покататься на динозавре. Релиз Русов против Ящеров 2 намечен на первый квартал 2025 года. Удастся ли сиквелу повторить успех неповторимого оригинала? Создатели отечественной адвенчуры Кужлевка из студии Callback анонсировали свой следующий проект, который они разрабатывают совместно с командой In404. Это кооперативный хоррор «Клеть». Несколько героев попадают в постоянно перестраивающую саму себя гига-хрущевку. Наша задача — выжить, а для этого придется чинить, кормить биотопливом и прокачивать ту самую клеть, то бишь лифт, который герои используют, чтобы перемещаться по этажам дома монстра. Коллективный режим рассчитан на 4 игроков, но будет также и сингл. Клеть выйдет в конце текущего года в Steam и VK Play. Демка уже доступна. Авторы Quidditch Champions выкатили свежий геймплейный трейлер, а вместе с ним оповестили потенциальных игроков о том, что игра будет платной, зато без этих вот всяких опостылевших микротранзакций. В чемпионах Квиддича, помимо онлайн-мультиплеера с различными видами матчей, от кооператива на троих до полноценных соревнований, будет также и одиночный режим карьеры, куда войдут несколько чемпионатов и разнообразные арены. Персонажа можно создать своего, а можно выбрать героя, знакомого по Патреоне. Гарри, Рона, даже Малфой вот засветился. Quidditch Champions стартует 3 сентября на ПК, Xbox, PlayStation, а вот релиз на Switch пока перенесли на конец года. BioWare обнажила свой большой, длинный, необрезанный список реплик в Dragon Age The Veilguard, чтобы похвастать, как же много диалогов ожидает игроков в новой Драгонаге. По словам разработчиков, для игры озвучено более 140 тысяч строк разговоров персонажей. Правда, они включают и все варианты реплик главного героя, который может говорить 4 разными голосами. И даже если бы это были 150 тысяч чистых, уникальных строк, это не показатель вообще ничего, ведь никто не говорит о качестве этих текстов. Это мы сможем узнать только на релизе осенью этого года. Хотя вот творческий руководитель проекта уверяет, что The Veilguard — это лучшая версия новой Dragon Age, которая только может быть. Кто ж с ним будет спорить? В сети обнаружили документ ZeniMax Media, в котором компания описывает свое желание застолбить для каких-то своих игровых, видимо, нужд тайтл Starborn. Никаких дельных подробностей бумажка не содержит, но что мы знаем про ZeniMax и Starborn? Компания владеет Bethesda. Bethesda создала Starfield. Starfield Старборнами, то бишь звездорожденными, называют тех, кто достиг волшебной сферы в центре вселенной. Ну все, ждем или не ждем DLC про звездорожденных. Если у беседки все будет идти по намеченному плану, а именно выпускать крупные аддоны раз в год, Starborn, если и существует, то выйдет в 2025. Осенью же текущего года должно выйти DLC Shattered Space. Activision провела исследование среди игроков мультиплеерных шутеров и пришла к шокирующим результатам. Оказалось, что в сетевых стрелялках действительно необходима система матчмейкинга, основанная на навыках пользователя. А если эту штуку убрать, то игроки начнут терять к играм интерес. В чем суть? Система старается подбирать игроков в команду таким образом, чтобы уравнять шансы на победу. То есть, если ты играешь как батя, тебя закинет к новичкам, которых придется тащить на своем горбу. Что как бы для продвинутых
минут их стрелял, неприятно. Activision подрубили тест в Call of Duty Modern Warfare 3, разделили игроков на две группы, разумеется, втайне от самих игроков, и для одних систему подбора ослабили, а для других оставили как есть. В итоге первая группа показала, что скилловые пацаны в течение 2 недель стали заходить в колду гораздо чаще, но скилловых пацанов всего 10%, а вот 90% простых нормисов, наоборот, стали запускать шутер заметно реже. Причем по подсчетам аналитиков, если бы матчмейкинг по скиллу отключили совсем, игра тупо осталась бы без онлайна. Все подтвердилось, когда запустили тест, наоборот, с еще более закрученной системой подбора. 20% шутан забросили, а вот оставшиеся 80% наоборот подрубали игру еще чаще. Вот и думайте. Творцы из Massive Monster подробно рассказали о надвигающемся кооперативе в Cult of the Lamb. Хост будет управлять овечкой, а его товарищ возьмет на себя роль козла. И развивать свой культ они будут вместе. Ну и рыбачить тоже вместе, куда уж без рыбалки. Последователи получат больше уникальных черт, вроде кошмарного храпа или навязчивой идеи вытащить товарища из тюрячки во что бы то ни стало. Психологическое состояние культистов станет еще более важным. Обновление завезет также ворох новых карт Таро и артефактов, заточенных под совместное прохождение. Ну и наконец, ваш Фури Гарем больше никогда не будет прежним. Бесплатный апдейт с кооперативом Unholy Alliance выйдет 12 августа. 1,5-часовым эпилогом завершилась история разработки Psychonauts 2. Документалку снимали сами разработчики из Double Fine. Заключительный 33-й эпизод повествует о том, что было после релиза игры, о том, как команда реагировала на запуск и на саму документалку. Многие наблюдали за реакцией пользователей на игру в прямом эфире. Кто-то даже растрогался от обилия позитивных откликов, другие же кайфанули от мгновенного фидбэка. Производство второй части было крайне тяжелым процессом, а потому далеко не все разработчики готовы взяться сейчас за третью часть. После выхода Psychonauts 2 студия взялась за несколько проектов поменьше, создаваемые под лозунгом «Какую игру никогда бы не одобрил издатель». Кроме того, глава Double Fine Тим Шейфер лично работает над еще одной игрой, которую держит в тайне даже от своей команды. Про это и многое другое смотрите в 33-м эпизоде Psychodyssey. Все выпуски доступны на официальном YouTube-канале Double Fine. А на этом у меня все. Хотите всегда быть в курсе актуальных новостей игрового мира? Почаще залетайте на наш сайт в новостной раздел. А кроме него у нас и статьи, и видосы, и дневничок свой можете игровой вести. Короче, вы знаете, что делать. Отличного настроения и хорошего вам дня.